О том, как мы строили свой дом во Франции своими руками, вы уже знаете. Сначала мы нашли недорогой, очень привлекательный участок земли. Сами сделали разрешение на строительство, потом сами выкопали фундамент. Кстати, я была беременна в тот момент. Потом возвели стены сначала первого этажа, потом второго этажа, собрали крышу, накрыли крышу, заказали и вставили окна и двери, уложили кафель на первом и втором этаже, начали протягивать свет и воду. Да, бесспорно, жизнь вносит свои коррективы. Нам хотелось заехать сюда намного раньше. Но, несмотря ни на что, мы движемся в правильном направлении и уже добрались аж до второго этажа, и здесь теперь делаем стены, и свет, и все остальное. Ну, проводов что-то у нас совсем мало осталось. Придется ехать докупать красного, так вообще слезы. Красный и зеленый. В общем, друзья, сегодня продолжаем мы работать на стройке. Электрику на первом этаже мы практически уже все сделали. Остался у нас провод, нужно кинуть на пульт управления тепловым насосом. И вот по подсветке я еще на кухне, наверное, может быть, что-то сделаю. В общем, начинаем мы перебираться на второй этаж. Так, пойдем посмотрим, с чего начинать. Так. Опа, накидал я себе уже на плане этажа, где у нас должны быть лампочки. Начнем, наверное, с них. Ну, слушай, я не знаю, с чего хочешь начать ты. Я начну с уборки, потому что у нас почему-то мы еще здесь не живем, а бардак уже приехал вместе с нами с того дома. Так. В общем, по плану у нас здесь что? Здесь будет у нас родительская комната. Вот здесь. Да, вот здесь у нас будет гардеробная, и в будущем здесь будет санузел. Наверное, на первых порах мы санузел делать не будем, чтобы быстрее как бы все это запустить. Доделаем его позже. Я вот это все, Артем, собиралась сжечь зимой. Зима почти кончилась, ничего не сожгли. Мы этой зимой не купили дрова, пожалели об этом. Вот. Ну, собственно, потому что не купили дрова, поэтому ничего не сожгли. Придется куда-нибудь это сейчас выкинуть. Поможешь мне? Несешь? Давай вместе. А куда понесем? Куда? Куда, в машину ты хочешь? Ну, это либо выкинуть, либо сжечь же, говорю. Это с этим надо что-то сделать. Что еще удобство? Валерий. Теперь леса. О, уже непонятно куда их деть. Так. Я вообще хочу начать с того, что надо разметить, как у нас будут стены, простенок, чтобы четко видеть, куда нам что прикручивать, куда вести провода. Эта стенка у нас, конечно, такая будет длинная, почти 8 метров. Ее надо всю тоже зашить, расставить обрешетку. Но у нас на самом деле уже не так много профилей, поэтому сейчас как бы вот эти направляющие можно приклеить, на потолок прикрутить, и надо ехать уже за профилями. Закончились уже те, что мы покупали. Хочу я вообще вот в этой вот стенке, где у нас будет, получается, которая будет отделять комнату от гардероба, хочу сделать часть стенки из стеклянных блоков. Вчера вот как раз смотрел кучу всяких роликов, как люди кладут эти стеклянные блоки, и в парочку попалось таких более-менее, некоторые прямо аж до смеха, как их приклеивают. Вот, поэтому хочу разметить, где эта стенка будет, и посмотреть, сколько мне их штук надо, поехать тоже купить. Хочется, чтобы как бы свет из этого окна, из второго тоже как бы проходил в комнату, потому что комната будет как бы таких немаленьких размеров, а окошко у нас в принципе небольшое. Мы когда как бы все это дело проектировали, крышу, я хотел окно сделать больше, но по правилам как бы поселка, вот больше, чем те, которые у нас есть, мы вставлять не можем. Вот. Может быть, конечно, когда мы уже обживемся, все перестанут обращать внимание на дом, можно будет как бы переделать, вставить еще одно, вот, но пока как есть, так есть. Мне вообще больше всего не нравится вот это убираться. Вообще неинтересно. Переносишься с места на место, из одного дома в другой. По-хорошему, надо много из этого всего, что у нас лежит в той комнате, просто взять и выкинуть. Нам нужен, наверное, будет фломастер. Надо принести, чтобы линию нарисовать. Ой, тяжелая штуковина. Как называется, я забыла. Это, наверное, фрезер. Фрезер, да. Это мы скоро будем ступеньки делать. Мебель, да? Вообще у нас здесь наверху на стенках, помимо электрических проводов, кое-где труб для воды, за стенками еще нужно будет провести каналы, воздуховоды с первого этажа, поэтому как бы
здесь будет чуть-чуть сложнее, чем внизу мы просто зашили. А здесь нам придется еще покупать, протягивать вот эти воздуховоды. Так, что мы тут, как и внизу? Как и внизу, отступим сантиметров, наверное, 10. Принеси вот эти желтые крепления, которые к стенке, посмотреть, как оно будет. Так, отметим у нас 10 сантиметров тут. И 10 здесь. Вот. Здесь у нас будет выходить воздуховод из туалета, из котельной. В общем, зашивать тут не надо торопиться. Так. Так, на самом деле, как бы, когда мы отступаем 10 сантиметров, это прям уже на грани возможного, так скажем. На пачке написано, что это 100. Вот, что это 100. Значит, мы можем, по идее, отступать на 100. Вот, 75-100. Не, ну почти 10, да. Вообще, сколько смотрел видео, не попадалось мне, чтобы кто-то пользовался вот этими вот изоверовскими клипсами, тонкими профилями. Обычно они берут вот эти толстые профиля, из которых мы делаем простенки. Прямо вот эти толстые профиля выставляют, они к стенке их вообще никак не крепят. Зашивают гипсокартоном и все. Рисуем линию. Там видно линию на полу? Нет. Не видно? Нет. Ну, о чем мы тогда? Вот, вот, тут, видишь, вот здесь она должна быть. Ну. Еще двигай к стенке. Во. А теперь надо вдоль этой линии протереть, и можно начать их клеить. Протереть мокрым или сухой просто, может, тряпочкой? Да сухой, наверное. Вот эта стенка будет. Ух! Ничего себе. Такой большой еще не делали. Тут всякие у нас пауки, жучки живут. Скоро мы их выселим. Так. Дома, конечно, так бодренько, бодренько. Скорее бы уже потеплело. У нас обещают... Ой, тут нельзя, да? У нас обещают на следующей неделе уже плюс 17. Загорать будем. Даже не верится, что будет плюс 17, да, Артем? Ну, наверху все равно работается приятнее, солнце греет, черепица нагревается. Мне кажется, тут теплее, чем внизу. Ну, я как бы протерла вроде. Ну, если это можно назвать протерла. Так, интересно нам. Нам палок 2,60. Наверное, не хватит, надо длиннее покупать. Вообще, сколько я смотрел видосов, они прямо вот такими вот профилями и дублируют стены. Вот, то есть мы будем использовать вот такие вот узкие, да, профиля, ставить и крепить их к стене. А они, видимо, не хотят этим заниматься, они берут просто из вот таких вот профилей всю стенку набирают и вообще никак их к этой стенке не крепят. Но учитывая, кстати, что профиля стоят практически одинаково, что направляющие, что вот эти, в принципе, может быть, так даже и удобней. Но так как мы уже накупили этих желтых клипс, придется пользоваться. Будем делать ими, да. Держи, только не шатай. Хорошо. Так. Есть шеф. Вот. Сейчас мы его приклеим. На самом деле я что-то прикололся к этому жидкому гвоздю. Уже вообще неохота сверлить какие-то дырки. Не знаю, конечно, как оно со временем будет держаться. Нормально будет держаться. Но я думаю, что оно никуда не денется. Подожди. Подожди. Ой. Перед ней, да? Перед линией. Да. Ага, все. Ну, вот так. Вроде хорошо. Надо поелозить чуть-чуть. Поелось, давай. Так. Поелозили. Что ты хочешь сделать? Передвинуть. Иди смотри. Так лучше видно? По-моему, кривовато. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ближе к вот этой стенке. Вот так. Нет, Зая, еще к этой стенке. Тут где-то полсантиметра. 11. А здесь получилось 11,5. Не просто, да? Тут 11 вроде. А
тут Сюда, сюда. 11. Не, ну, почти. Ты говоришь, мы вот это в первый дом въехали, в первую нашу квартиру, в таких же условиях. Нет, Артем, там условия были намного хуже. Ой, там у нас ни окон не было, ни дверей. Не, ну почему? Окна были. Я, если найду фотографию, там не сохранилось ничего. Двери, по-моему, входной не было, а вот такие велюксы и окна в крыше, они были. Вот. Не было никакой шумоизоляции от улицы. Это да. И не было входной двери там вместо нее, по-моему. Зато была романтика. Зато было, как вот говорят, с милым рай в шалаше. И, ну, там, правда, тогда было лето. Если здесь нам сейчас прохладно, то тогда нам было под крышей прям жарковато там. У тебя хорошо, и у меня нормально. По всей линии придавливаю, не только в одном месте. Я просто пытаюсь выровнять, чтобы она нормально была. Придавила вроде. Где мои наколенники вообще? Ну вот, я скажу, что чуть-чуть поползали, уже жарко стало. Никому мне не жарко. Ну, смотри, как хорошо пошло дело. Как, надо просто очень быстро бегать, двигаться, прыгать, там вот это вот все. Я когда на улицу сегодня смотрела, мне казалось, что так тепло, я даже хотела пожарить сегодня шашлык. Ну, потому что вот Я уже видишь, не хочу. оно когда солнце, значит на улице холодно. Сейчас вот потеплеет и будет дождь. Поэтому непонятно, что лучше. Дождь или солнце? Не, почему? Вот, ну это как бы не обязательно совершенно. Может просто Да. солнце и все, и тепло. Не, ну вообще иногда у нас бывает такое, что в конце февраля прям очень тепло. Я помню, какой-то год мы катались на велосипедах в конце февраля. 23 февраля. 23, ну и мы были в шортах, в футболках. То есть, по идее, уже такое может быть, что будет скоро тепло. Потом, конечно, в мае могут быть опять какие-нибудь похолодания. Я помню, Давай что, давай мне этот самый. Я помню, бывало такое, что мы что-нибудь рассаду высадим, и в мае какой-нибудь мороз, и оно все померзло. Блин, ну классный нам уровень тогда подарили. Тогда это была реклама, вот сейчас это вообще уже не реклама, но прям реально очень удобный. Кто-то говорит, вот зачем вы сразу сделали полы, кафель, а вот сейчас очень даже удобно. К кафелю приклеился и все. Так бы пришлось бы что-то выдумывать. Потому что сверлить в этом месте нельзя. Я, кстати, посмотрел старые съемки, которые я еще с дрона делал, насколько далеко у меня труба теплых полов от стенки. И понял, что тогда, когда мы разматывали, стен же не было, и я прям довольно близко к краю разматывал. И сейчас, получается, труба первая, которая лежит, она лежит где-то как раз вот в районе вот этого профиля. Поэтому сверлить здесь точно нельзя. А теперь секунда ностальгии и небольшой флешбэк. Как все-таки здорово, что все, что мы делали, всю нашу стройку, все этапы мы снимали, загружали в YouTube, сохраняли на жесткие диски и так далее и тому подобное. Во-первых, это на память, а во-вторых, это очень удобно. Если ты вдруг забыл, где что у тебя находится, ты раз взял, посмотрел и вуаля, все стало снова понятно. Вообще в последнее время стараюсь максимально вот все снимать, фотографировать. Создаю специально себе альбом на телефоне и все туда сбрасываю. Это даже как бы не для Ютуба, для того, чтобы потом знать, где какие провода, где какие трубы, потому что время потом проходит, ты начинаешь забывать. Я вот уже сколько раз тебе говорю, вот эти все трубы, которые делаешь, делать их видимыми. Но потом начинаешь делать ремонт и думаешь, блин, ну как труба будет видима? Нет, лучше я ее типа спрячу. Все равно ее прячешь, потом не можешь найти. Мне папа до сих пор бывает звонит, спрашивает: Артем, а что это за труба, куда она пошла, а что это за кран, а как мне перекрыть воду там или там? То есть действительно как бы со временем все забывается, если такого прям архитектурного четкого плана у тебя нету, на котором прям все размечено, где какая труба, где какая розетка, вот, то и вот приходится сейчас все это фотографировать, зато потом как бы будет какой-нибудь альбом, открываешь типа и смотришь, ага, первый этаж, второй этаж, там типа перекрытие, то все, и как бы все задокументировано.
Вообще это была классная идея, то, что мы придумали сделать вот такой вот черновой пол или потолок, по-моему, папа нам посоветовал, потому что мы не могли достать до верхних рядов наших фронтонов, а наши леса, они как бы, ну, были не так высоко в общем. И мы тогда здесь собрали вот этот потолок, и сейчас, мне кажется, прям это нам очень упростит задачу при монтаже потолка, ну и полов на чердаке. Так. Фигурная резка. Ну, сделаем так, чтобы один на другой чуть-чуть находили. Пу-пу-пу-пу. Смотрю, короче, даже не верится то, что делаем уже второй этаж. Но здесь потолки чуть-чуть выше, чем внизу. Внизу у нас получились где-то 2,55, а здесь у нас 2,60, даже чуть выше, чем 2,60. Я достану. Давай, держи. Главное, другой, наверное, рукой, чтобы ты не это самое... А, я же не отрезал 2,60. Не отрезал. Да, блин. Все. Держи. Вообще, как часто бывает, приходишь, думаешь, сейчас будем делать что-то одно. Думал раскинуть вот эти провода, которые будут между лампочек идти. А начинаешь делать что-то другое, потому что проводов типа не хватает. А в магазин ехать, так уже если ехать, надо купить сразу и профиля. В общем, чтобы потом по несколько раз не ездить. А так мы сейчас те профиля, которые у нас есть, мы их прикрутим. И можно будет посчитать, что нам нужно еще докупить, чтобы эти две комнаты как бы тут сделать. Держи. Ну, держи. Я держу. Вот. Вот так. Держишь? Да. По линии? Да. Смотри мне. Почему я стою на стуле, а ты на... Ну, потому что я кручу, лень. А ты можешь, наверное, не держать или надо держать? Опа. Там совсем за сопли держит. Ну давай быстрее. Подожди. В перчатках мне неудобно брать шурупы. Так, где эта линия? Нормально. Так. Есть такое дело. Какая у нас тут высота? 2,65. Там, по-моему, есть как раз профиля высотой 2,65. А, нет, это же длинные. Вытаскивай. А, нет, ну нам такие толстые тоже будут нужны. Как раз надо покупать 2,65. Агась. Так. Вообще, конечно, потолок бы мог быть и пониже, но мы тогда не хотели пилить кирпичи, а сейчас не хотим опускать потолок. Так быстрее будет. Но здесь надо ее ставить не просто где попало, надо нам померить, где у нас тут будет простенок. Обратимся к нашему плану. Правда, это чуть... Какой-то неправдивый план у тебя получился. Ну, потому что это со старого проекта, где у нас были окна во фронтонах, вот видите, которые нам сказали нельзя делать. Вот, и санузел мы потом здесь по-другому переделали. Но как бы гардероб, он все равно такой, какой есть. По плану у нас тут должен быть вот так вот прикручен лист гипсокартона, да? И вот так, значит, профиль должен быть вот до сюда. Примерно сколько здесь должно быть? Ну, по идее, наверное, 3 метра. От труб? Нет, каких труб, от кирпичной стены. А. И под стенкой. Ну тут паучок за... Инси паучок. Не, 310, 310 с половиной. Теперь там пошли отмеряем. Так, 310, ближе подвинем, так, да, 310. Так, вот так. И сюда. Здесь у нас будет где-то примерно душевой поддон, он 90. Будет профиль, и здесь еще будет гипсокартон. То есть получается где-то вот так. У нас пойдет стенка. А вот это у нас... Здесь будет, получается, в этом месте поддон и будет душ. А там напротив унитаз. 1,60 м. Ага. И сюда хочется вставить каких-то хотя бы пару блоков, да, из стеклянных типа блоков. Надо посмотреть, какого они размера. В магазине Brico Dépôt они имеют размер 19 на 19. Вот такая вот штука.
Я так понимаю, что 19, наверное, потому что... Почему? Не знаю. Наверное, сантиметр шов, да, между ними. Наверное. Вот, значит, нам нужно подумать, сколько мы можем ставить. 40, наверное, 3. Не, 3 давай, 3. Ну, конечно, чтобы светлее 60. было. Ага. Вот, то есть здесь у нас останется... Надо сделать, чтобы было 30, наверное. Типа 30, потом 3 блока 60. И останется у нас тут кусок 67, да? Давай. Так, ну где-то здесь у нас будет стоять профиль, от него пойдет стенка, да? Ага. Вот. И в принципе сейчас уже мы можем посчитать, сколько нам надо профилей на эту комнату, на эту стенку, на простенок, на потолок. И можно будет поехать их купить, привезти. Сейчас померяем, где у нас будет первая лампочка. 1,24 м. То есть вот здесь у нас будет первая лампочка. То есть мы сюда провод первый приводим и от него уже пойдем дальше. Так, ну вроде показали вам, что мы планируем сделать. Поедем мы теперь на закупки. Увидимся в следующем ролике. До новых встреч!